Закарьян – авторитетный человек в фигурном катании. 30 лет он организовывает крупнейшее в мире ледовое шоу, и это он предложил и организовал премию ICU Skating Awards. Закарьян рассказал о шоу Fantasy on Ice. Прекрасная атмосфера, хорошее шоу с японскими музыкантами, куча звезд выступает. Юдзуру Ханю, понятное дело, номер один. На него собираются полные залы, люди буквально выкидываются на лед. Не знаю такого человека, чтобы он был такого калибра, настолько сильно передавал энергетику. Ханю уникален, очень круто чувствует зрителей, контролирует его настолько, что каждое движение Юдзуру может ввести зрителя в состояние эйфории. От него здесь, конечно, мощнейшая энергетика. На вопрос о работе с Ханю он ответил: он большой профессионал, и этим все сказано. Ходит на все тренировки, выдает себя по полной программе, нигде никогда не сочкует. За шоу всегда исполняет минимум 2 четверных, показывает то, что зрителю надо. Вы работаете с Ильей Малининым, как оцениваете его сезон? Илья двигает фигурное катание вперед, и я недоумеваю, почему разница между тройным луцем и тройным акселем 2 и 1 балл, а между четверным луцем и четверным акселем всего 1. Абсолютно никакой логики в этом нет. Говорят, что наш спорт – это не только прыжки. Но вы посмотрите, что происходит в конце ледовых шоу. Ребята выходят, и каждый демонстрирует свои ультра-си. Никто не показывает вращение или перебежку с улыбкой. Все идут и прыгают реальные четверные прыжки или 3,5. Это те вещи, которые реально ценятся. К сожалению, некоторые люди, которые руководят спортом, не понимают этого. Когда Уэйн Болт бежит 100-метровку или Майкл Фелпс плавает, неважно, как они улыбаются в это время, тянут носки, какое красивое положение у их спины. Важно, как они идут на рекорд и показывают результат. Поэтому у меня, конечно, есть некое разочарование за прошлый сезон. Все-таки Илья прыгнул четверной аксель на чемпионате мира впервые в истории. Все знают, что он был чистейший, но нашлись люди, которые оценили его в 0 и 1 балл. Они не понимают, что это прыжок, который забирает такую колоссальную энергию. И недооценка этого элемента для меня – расстройство года. Сколько в таком случае должен стоить четверной аксель? И задавал этот вопрос Брайану Байтана, Скотту Хэмилтону, Евгению Плющенко и Виктору Петренко. Все они олимпийские чемпионы, люди, которые знают свое дело. Они все единогласно считают, что надо повышать его стоимость. Называли от 15 до 22 баллов. На самом деле, если бы мир был нормально оповещен, что есть такой парень Илья Малинин, который в Японии на чемпионате мира впервые исполнил 4,5 оборота, и этот элемент был оценен нормально, то это бы подняло уровень нашего спорта в мировом масштабе. На сегодняшний день фигурное катание смотрят фанаты, а нам нужно, чтобы фигурное катание смотрели зрители. Это бы добавило популярности, денег, спонсоров, и в дальнейшем все было бы хорошо. Это маркетинг, который, к сожалению, очень сильно хромает на сегодняшний день. Если бы прыжок Ильи получил ту огласку, которую он заслуживает, то пришли бы спонсоры и в американское фигурное катание. Это в России очень сильно раскручено фигурное катание за последние 5-6 лет, в других странах такого нет. В Японии оно популярно во многом из-за того, что есть Юдзуру Ханю. Если бы мир узнал про Илью, то это бы сыграло только в плюс всему фигурному сообществу. А наши чиновники не понимают, насколько это важный маркетинговый ход для них же самих, для всех. Это принесет колоссальные доходы для всего сообщества. Я очень сильно верю, что именно Илья будет тем человеком, который сделает революцию в мировом фигурном катании. Потому что я просто восхищаюсь его силой характера и способностями. Я в своей жизни работал со многими людьми, и у меня огромный опыт, но работать с ним – это одно удовольствие. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!